Штурм президентского дворца. Тысячи протестующих прорвали оцепление. Кто вывел толпу на улицы и какой ультиматум поставлен главе государства? Перемирия не будет. Резкое обращение к Зеленскому. Президент выдвинул требования. Досмотрите. Началось то, чего боялись. Военные перешли границу. Сосед России начал вторжение. Новая оккупация или мировая война? Оппозиция выходит на протесты, массово митингуют регионы РФ, но есть очень важная деталь, которая может испортить все. Угроза суверенитету страны в твоем телефоне. Что происходит и какие ограничения коснутся каждого? Пенсии не будет. Россиянам предлагают новый квест, чтобы до нее дожить. Как поменялись условия игры? Об этих и других главных событиях вечера воскресенья 16 ноября. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Российская нефтепереработка продолжает держать удары украинских беспилотников. Когда этот бой приведет к потере сознания, скорее всего, только вопрос времени. Ночью силы обороны Украины били точечно и по критически важным объектам в глубине территории Российской Федерации. Главный удар пришелся по Новокуйбышевскому НПЗ в Самарской области, одному из самых крупнейших в России, и уже не впервые. Масштаб повреждений пока не раскрывают, но сам факт удара по заводу с годовым объемом переработки 8,8 миллионов тонн уже показателен. Генштаб сообщает, что под огонь попала и база хранения беспилотников подразделения «Рубикон» в Донецкой области, а также перекачивающая станция горюче-смазочных материалов, через которую шли поставки на оккупационные части. Параллельно уточнили последствия недавнего удара по Рязанскому НПЗ. Там повреждены установки переработки, резервуар с нефтепродуктами и эстакада трубопроводов, инфраструктура, без которой завод не может работать в штатном режиме. Новокуйбышевский завод производит более 20 видов продукции и активно задействован в обеспечении российской армии. Поэтому серия попаданий по таким объектам становится не просто тактическим эпизодом, а ударом по всей логистике топлива и смазочных материалов для оккупационных войск. Финский президент дает мрачный прогноз. В этом году шансов на перемирие между Украиной и Россией он не видит. Правда, и до конца этого года остается все меньше времени. На пути к любому перемирию президент Финляндии видит 3 узла. Это гарантии безопасности для Киева, восстановление экономики и поиск хоть какого-то взаимопонимания по территориальным вопросам. И все это осложняется внезапным внутренним ударом. В миротворчестве вообще нужно быть очень терпеливым и как бы жить в реальности. Поэтому нельзя питать иллюзий о вещах, которые хотелось бы видеть происходящими. Лично я пытался сосредоточиться на таких вещах, как «Хорошо, нам нужны гарантии безопасности для Украины. Как мы можем их выстроить? Нам нужно прекращение огня. Как мы можем этого добиться?» Это, думаю, своего рода изнурительная работа. Ступ прямо указал, Зеленскому придется быстро разрулить обвинения во взятках и хищениях внутри его команды. Такой скандал, по словам финского президента, работает исключительно в пользу России и добавляет ей пропагандистских возможностей. А как думаете вы, на кого больше работает этот скандал? На имидж Зеленского как борца с коррупцией или все-таки на Россию, которая утверждает, что Украина коррумпированное государство? Но вот финский лидер настаивает, Европа должна рассмотреть усиление финансовой и военной помощи Украине, особенно на фоне внутриполитических потрясений в Киеве. Борьба за российские активы продолжается. Глава крупнейшего хранилища замороженных активов РФ выступила против их изъятия. Если ЕС решит пойти на конфискацию замороженных российских денег, скандала не избежать. Глава депозитария прямо предупредила, дело может дойти до суда. Существуют законы. В зависимости от правовой базы мы решим, что мы можем и хотим сделать. Самое главное для Евроклир – это доверие и авторитет. Мы важнейшее звено, которое должно оставаться непоколебимым ради стабильности финансовых рынков. Урбан также заявила, что изъятие государственных средств нарушает нормы международного права, и в таком случае, отметила она, Россия получает повод для судебного разбирательства и, вероятно, им воспользуется.
Китайский военный корабль, и не один, заставил нервничать весь континент и думать о начале войны. Утро в Восточно-Китайском море началось с маневра, который Токио точно не оставит без ответа. 4 вооруженных корабля китайской береговой охраны спокойно вышли в японские территориальные воды у спорных островов Синкаку и оставались там часами. Но главный смысл этого шага стал очевиден только позже. По данным японской береговой охраны, китайские суда сначала прошли вдоль Синкаку, затем начали патрулирование уже внутри территориальных вод. Пекин тут же объявил, что действует законно, называя операцию патрулированием для обеспечения соблюдения прав и ссылаясь на собственное понимание международных норм. Инцидент вписался в куда более жесткий фон, напряжение вокруг Тайваня растет, и Токио все громче говорит, что военное давление Китая на остров может стать прямой угрозой безопасности Японии. Новый премьер Санае Такаити дала понять, что в таком случае страна оставляет за собой право на вмешательство. Для Синкаку это далеко не первый подобный эпизод. Спор вокруг архипелага тянется с 1970-х, и каждое новое появление китайских кораблей только поднимает ставки. Сейчас на фоне тайваньского кризиса особенно. Мобильный интернет нападает на россиян, угрожая суверенитету, поэтому до конца войны его нужно отключить. Так сделали, к примеру, в Ульяновской области. Местами связь уже пропала. Региональные власти официально объявили, что мобильный интернет в зонах так называемых спецобъектов будет ограничен на постоянной основе до конца так называемой спецоперации. По данным местных жителей и СМИ, в отдельных районах Ульяновской области мобильный интернет уже сегодня отключен полностью. Власти называют это мера безопасности, но сроки ограничения сформулированы предельно размыто. Связь обещают вернуть только после завершения боевых действий. При этом в ряде мест начали работать белые списки сайтов. Пользователи получают доступ только к разрешенным ресурсам, тогда как остальные страницы либо не открываются совсем, либо грузятся с критическими задержками. Это фактически превращает мобильный интернет в фильтрованную внутреннюю сеть. Ульяновская область не первый регион, где интернет режут под предлогом противодействия атакам дронов, но впервые ограничения объявлены как бессрочные, ровно до того момента, как, цитирую, закончится СВО. Конец цитаты. О проблемах с мобильной связью сообщили уже 57 регионов. Например, перебои часто фиксируются в Санкт-Петербурге, Сочи, Туле, Рязани, Краснодаре, Саратове, Нижнем Новгороде и Уфе. Тысячи протестующих прорвали оцепление и попытались штурмовать президентскую резиденцию. Такого страна не видела много лет. Поводом стало убийство мэра Уруапана Карлоса Мансо, застреленного прямо на площади во время празднования Дня мертвых. Политик открыто воевал с наркокартелями, и именно поэтому его гибель вызвала такой взрыв ярости. Толпа зумеров первой ринулась к резиденции, за ними подтянулись и более старшие участники оппозиции. На улицах звучали лозунги в адрес президента Клаудии Шейнбаум, которую обвиняют в том, что она потеряла контроль над безопасностью в стране и не может или не хочет вести реальную борьбу с картелями. Все, чего мы хотим, это справедливость и нулевая безнаказанность в этом правительстве. Мы устали от того, что постоянно открываются дела расследований, а правительство ничего не делает, что власть сосредоточена во всех ветвях и контролируется одной и той же группой. Столкновения с полицией были жестокими, пострадали минимум 120 человек, из них около сотни силовики, как пишут медиа. Силы безопасности применяли газ и щиты, протестующие бутылки, петарды и самодельные дымовые шашки. Убийство Мансо стало переломным моментом, его расстреляли несколькими выстрелами сразу после выступления на площади. Для миллионов мексиканцев это стало еще одним доказательством. Картели могут убить любого, где угодно, и государство их не останавливает. А вот президент говорит, что все это ловушка для граждан. Мы согласны со свободой выражения мнения и свободой демонстрации, если у молодых людей есть требования. Но здесь вопрос в том, кто продвигает демонстрацию. Люди должны знать, как была организована эта демонстрация, чтобы никто не был использован. Протесты продолжают нарастать, в соцсетях распространяются призывы выходить к правительственным зданиям в других городах. Страна в очередной раз стоит перед вопросом, кто в Мексике сильнее, государство или наркокланы. Протесты проходят и в России, но с характерным привкусом бесперспективности. В Новосибирске прошел редкий для нынешних реалий митинг. Коммунисты вышли против роста НДС и утильсбора. На первый взгляд небольшая акция, но ее смысл раскрылся в лозунгах, которые участники принесли в Лучистый сквер, так он называется. Около 50 активистов Российской коммунистической партии провели согласованный протест. Мэрия дала разрешение, но тон митинга, конечно, был жестким. Рост НДС с 20 до 22% и увеличение утильсбора, особенно на импортные
транспортные автомобили, протестующие называют ударом по кошелькам обычных людей. Организаторы уверяют, что налоговая нагрузка ляжет на малый бизнес и простых граждан, а власти только затыкают бюджетные дыры за их счет. По их оценкам, на площади могло быть до 200 человек, хотя визуально толпа выглядела куда скромнее. Но пока россияне делают вид, что протестуют, их политики делают вид, что о них заботятся. В Госдуме снова заговорили о новой логике пенсий, на этот раз предлагая россиянам дотягивать до 70-75 лет. Интрига в том, что подается это как возможность заработать больше, хотя детали раскрывают совсем другую картину. Но по порядку. Если гражданин решил поработать при наступлении пенсионного возраста в течение 5 лет, он может увеличить размер своих индивидуальных пенсионных коэффициентов на 36%, а фиксированную выплату на 45%. Если отложит выход на пенсию на 10 лет, то он более чем в 2 раза увеличит свою пенсию. Формально это выглядит как добровольное продление трудовой жизни, но фактически речь идет о том, что пенсионный рост привязывают к дополнительной десятилетке работы. Мягкая упаковка для жесткого посыла. Хочешь больше – работай почти до 80. В публичной риторике все это объясняют заботой о гражданах и их доходах. Но для людей предложение звучит иначе. Пенсия отдаляется все дальше, а идею дожить до выплат превращает в отдельный квест. К тому же депутаты говорят, что весь этот период гражданин будет получать только заработную плату и не будет получать пенсию. И мотивация тут становится совсем понятна – сократить пенсионные расходы. А как думаете вы, может это правда забота о гражданах? Пишите в комментарии обязательно. Кажется, будто кадры сняты у советского гастронома в конце перестройки, но это не прошлое. Это Якутск, 2025 год, где люди с утра занимают километровые очереди за обычным мясом. Ключевая деталь появляется позже, и она бьет особенно больно. Мясо лежит прямо на земле, а люди ждут часами, чтобы получить свою порцию. Картина тем абсурднее, если вспомнить, именно Якутия дает стране более 80% алмазов, тонны золота, урана и еще полтаблицы Менделеева. Богатейший ресурсный регион, который, по идее, должен тонуть в благополучии. Но ресурсная роскошь, как обычно, не доходит до жителей, зато очередь за мясом до горизонта таки доходит. Парадокс, который точнее любых аналитиков описывает нынешний российский порядок. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.